какая у меня есть информация по поводу влияния слов на внешнее пространство, окружающее человека, на других людей и на самого человека, на здесь и сейчас, в данный момент времени, в зависимости от того, что подразумевать под влиянием. Есть несколько уровней влияния слов. Их можно разделить на смысловое значение, влияние смыслов, и на вибрационное влияние. Есть слова, которые могут заходить напрямую на энергетическое восприятие, вот как на уровне энергии, обходя уровень сознания. Это то, что в современности называют гипнозом, воздействием на подсознание человека, обходя его сознание. То есть на здесь и сейчас слова могут воздействовать на разных уровнях. То, о чем мы говорили в исследованиях как магическое воздействие, вот этот заряд слова, что каждая буква имела энергетическую составляющую, на здесь и сейчас это трансформировано, и такого влияния каждого слова, конечно, не оказывается. Слова можно различить и разделить на бытовые, которые в принципе нейтральны и не оказывают никакого или минимальное вибрационного воздействия, а помогая человеку находиться в пространстве физической реальности. Есть слова, которые нагружаются определенным смыслом, они уже более весомые, но все равно в плане вибрации у них вибрация ближе к нейтральной. Но эти слова, они описывают некие состояния и, как правило, несут смысл художественного описания. Часто эти слова, комбинация используется в различной художественной литературе. Стихи. В совокупности эти слова несут смысловую нагрузку, заряженную вибрационно, на получение того или иного образа у человека. Есть публицистика, различные новостные каналы, которые используют речь уже более хлестко. Речь используется и комбинируются так слова, создавая посредством смысла некую сетку, которая вот как набрасывает на сознание человека, я имею в виду физическое сознание, ум, где ум, цепляясь, сначала расшифровывает для себя одно слово значение, другое слово значение, и запутываясь в расшифровке слов, он теряет смысл. Это сразу, кстати, можно понять, когда один человек пытается другого запутать. Это использование длинных слов со сложной терминологией и в большом количестве, витиеватая речь. Есть ли слова, которые прям вибрационно влияют и могут нанести повреждения энергетически? Будем сейчас про тонкий план говорить. Присутствуют зашифрованные слова. Это очень узкая тема и очень узкая направленность. Именно влияние речи на мозговые центры. Здесь очень много, сейчас я вот прям, это как такая узкая, даже есть как узкая научная специализация на уровне, которая изучает влияние звуков на рецепторы мозга, на нервное окончание. На основе вот этих реакций на звуки могут выстраиваться буквы, звучание делать, то есть искусственно, прям буквально по букве могут создавать некое слово, которое в произношении будет оказывать воздействие на физику человека на уровне вот этих рецепторов, его нервных окончаний и так далее. Здесь и сейчас есть ли такие технологии, которые вот таким образом могут воздействовать на мозг человека, да или нет? Да. И это очень узкая, не сильно афишируемая, завуалированная мифами, легендами, сказаниями специально по сути, а на самом деле ведутся такие исследования, и есть такие практики, когда, произнося определенное слово, происходит воздействие на человеческий мозг. На каждый человеческий мозг может быть оказано такое воздействие, да или нет?
Нет, вот именно этот момент, он камень преткновения пока в данном моменте времени в плане исследований, что не каждый человеческий мозг поддается влияниям, звуковым воздействиям тех или иных диапазонов, из которых они выстраивают свои нейролингвистические воздействия. Это то, что не дает возможности сделать из этого объекта исследования некое оружие массового поражения. Как вот многие говорят, вот сейчас начнут транслировать по радиостанциям, и все, люди все зомби станут. На самом деле нет, потому что мозг каждого человека имеет индивидуальный оттенок, индивидуальные нюансы, как и в принципе все, из чего состоит внутри человека. Что на кого-то это воздействует, а на кого-то вообще никак. Что касается мата, матных слов, то когда люди матерятся, скорее это проявление вот этих вот инстинктов животных. Так как это слова, они концентрированные, очень эмоционально концентрированные, если мы берем среднестатистического человека, там, образованного, у которого, ну, так, нормальный лексический запас, он все равно будет употреблять эти слова в момент сильного эмоционального состояния. Вот этот эмоциональный выплеск, вот слово мата, он дает возможность как бы этой энергии выйти в пространство. Да, кстати, в одном из чатов там я прочитала, что вот люди, которые в высокие вибрации, они типа не матерятся. Смотря в каких состояниях они находятся, живущими на Земле, здесь, на этой физике, использовать матерное выражение могут все, включая высокодуховных развитых людей или нет. Потому что даже находясь на каком-то состоянии очень высокого вибрационного уровня, человек, ну, он с этого плана просто уйдет. То есть если он постоянно находится вот в этом состоянии какого-то такого прям вот уровня вот возвышенного, ну, вот я его вижу прям какого-то парящего вот над землей. Он разделен с физикой, получается, полностью. Есть люди, которые, в принципе, очень такие добродушные, доброжелательные. На их уровне они могут тоже сказать какое-то слово такое терпкое, но оно может быть не таким вот матным в смысле какой-то уж прям слишком прям неприличным. Они тоже могут ругнуться, но они могут ругнуться просто мягче, у них, может, просто в словарном запасе нет такого большого ассортимента этих выражений. В большинстве своем даже люди, которые с высоким уровнем развития, высокими вибрациями, они все равно в этой физике, причем люди, чем больше у них понимания о том, как функционирует этот мир, кто они есть на самом деле, они проще относятся к этой физической реальности и проще относятся к каким-то условностям. В частности, это можно говорить, это нельзя, я же высоковибрационный, значит, я вот должен быть таким-то и таким-то. Они начинают легко взаимодействовать со всеми вот уровнями этого пространства, причем отличие этих людей от других в том, что они понимают, как это воздействует на него. То есть слово, дело, вещь и так далее. То есть тут отличие в том, что эти люди, они осознанные, но в том плане осознанные, что ой, нет, ну что вы, нет. Они просто понимают, как на них это воздействует, и могут совершенно спокойно использовать все, что есть в этом пространстве, начиная от слов и заканчивая какими-то материальными благами, вещами, едой и так далее, исходя из собственного желания, не придавая этому какое-то большое значение и вкладывая там в то же самое мат какой-то невероятно глубокий смысл, что вот слово сказал, все, мои вибрации упали вниз. Нет. То есть тут даже смысл вот этих людей, они это все переводят, ну, в так разряд шутки. То есть для них это физическое пространство становится просто интересным местом, где хочется и там попробовать, и это попробовать, вот как такой, как ребенок, который зашел в этот игровой центр, где есть разные аттракционы, и он с удовольствием использует один и другой, и не считает, что этот аттракцион как-то будет воздействовать очень на его физику. Все легко воспринимается, а от этого влияния на физику человека, именно и энергетический, и вибрационный уровень, оно теряет эту силу. То есть вот
сейчас возвращаясь к тому, как слова вибрационно влияют на другого человека, в зависимости, какой смысл человек вкладывает. То есть если вот он вот так с пространством обращается, управляет им по-хозяйски, хочется прямо это слово сказать, понимая, что вокруг происходит, вообще не важно, какое слово по отношению к нему прилетит, потому что там совершенно вот вокруг него какая-то такая буферная нейтральная зона, которая гасит даже те слова, в которые вкладывается какой-то негативный смысл и которые могут нанести, ну, гипотетически вибрационный уровень другому человеку, который менее нейтрален, где человек очень серьезно относится ко всему, что его окружает, к тому, что о нем говорят, что ему говорят, он во всем ищет какой-то глубокий смысл, он становится уязвим, в принципе, к любым словам, все прилетает прям туда, в его поле, прям залетает. Поэтому, безусловно, значение слов присутствует и на энергетическом вибрационном уровне, но влияют они на другого человека ровно настолько, насколько, по сути, сам человек позволяет, насколько он сам восприимчив от всего, вот, что идет к нему из внешнего пространства. На пространство, вот на физическое пространство слова человека какое-то воздействие оказывают, на здесь и сейчас, на физике? Ну, по сути, нет. Когда человек на большой горе стоит, и перед ним такой огромный каньон, вот пространство, вот туда, или море там перед ним раскрывается, ну какое-то вот просто вот природное явление, но такое, открывающее панораму. И вот он стоит, вот океан, да, вот он на горе, там океан бурлит, и вот он что-то говорит, что-то транслирует. Как он влияет на пространство? Никак. Никак. Ты хоть оборись. Вот на здесь и сейчас, это вот я вижу это так. То есть пространство, оно вот, ну, природное, да, вот шум волн прекрасно, вообще легко перекроет любую трансляцию, которую будет один человек транслировать с этой горы. Ну как? Ну, прокричишь, и то, если шумит море сильно, вот даже на сколько-то сантиметров от тебя вот будет человек рядом стоять и не услышит даже, что ты прокричишь. По сути, нет. На внешнее пространство воздействия такое не оказывается. Опять же, я сейчас вот на здесь и сейчас с позиции человека и то, что мы вкладываем в смысл слова. Смысл еще очень завязан на всяких триггерах в человеке. Вот как бы слово он слышит, у него идет какое-то эмоциональное восприятие этого слова, запускается какой-то внутри триггер воспоминаний, что-то где-то когда-то случилось, и в нем рождаются бури эмоций и так далее. То есть еще вот такая схема тоже рабочая, вот как воздействие слов может оказываться. Оно слово может быть вообще нейтральным, а у человека есть определенный триггер, определенное убеждение, какой-то опыт, который уже записан в тело, записано в нейронную сеть, и вот вроде бы незначительное слово, упомянутое там рядом стоящим человеком, может в человеке в другом запустить целую цепочку вот воспоминаний, ощущений и даже спровоцировать некие действия. А вот рядом стоящий даже будет не подозревать о том, он сказал какую-то банальную нейтральную фразу. Как ясно передавать информацию? Очень важно посыл, понимать, что ты хочешь получить, какой результат от того, что ты скажешь. Толкает правильную подачу информации или наоборот, мотивация. На самом деле при передаче информации важно осознавать то, что ты хочешь получить, реакцию. Вот более фундаментально, если смотреть, не то, что ты хочешь передать этому человеку напротив тебя сидящему, а то, что ты в принципе хочешь передать в пространство. И уже вот этот человек, он рассеивается. И если твоя мотивация, ты ее осознаешь, ты ее понимаешь, ты честен с собой, тогда все в принципе выстроится достаточно логично и понятно. Посыл, он все равно будет считываться. И здесь уже вот мы переходим с словарной передачи. Тут уже дело не во влиянии слов,
То есть слова, получается, я их сейчас вижу, они на самом деле являются как оберткой, как конфетка-то внутри, вот энергетический посыл, а слова – это внешняя обертка просто того, что заложено внутри вот этой смысловой нагрузки. И тогда вот как бы ты логично, правильно не сказал, вот этот посыл, он будет считываться другим человеком ну, так, как выдавать реакцию, короче, на этот посыл. Конечно, либо агрессивную, либо обижаться, либо недоумевать и так далее. Либо он может это внешне не проявить, но внутри будет чувствовать, что что-то не то. И его это будет раздражать, и это он будет это проявлять. То есть здесь мы уже переходим вот в разряд не столько обменов, сколько вот этих вибрационных, энергетических вибрационных звучаний. Вот звучат на немножко разных частотах, разная мотивация, упаковка в слова, но посыл считывается немножко другой. И вот здесь уже на самом деле не слова влияют. То есть слова, по сути, на здесь и сейчас, они влияния не имеют. Имеет влияние вот этот энергетический посыл. Человек на самом деле бессознательно транслирует. Вот это вот самое интересное, что тут, безусловно, есть технологии манипуляции и так далее, как правильно встать на сцене, как правильно сказать и так далее. Но в обычном взаимодействии друг с другом все равно вот это бессознательное, оно проявляется, и оно вот слова окрашивает вот в такое влияние. То есть слова, да, на здесь и сейчас, они как оберточка, конфеточка. Оберточка может быть красивая, но если внутри, простите, не очень какая-то приятная субстанция, все равно она будет считана вот человеком. И здесь уже не важно, как ты красиво, логично передаешь свою мысль. Какая у меня есть информация, как слова влияют на внешнее пространство человека и влияют ли на момент здесь и сейчас. Льется такой информационный поток, бла-бла-бла, очень много слов, витиеватые фразы. Интересное такое сейчас воздействие. Если говорить про внешнее пространство человека, то есть вот про уровень социума, то слова используются для затирывания смысла. То есть фразы, речь в большинстве своем в открытых вот таких источниках, они строятся таким образом, чтобы в той речи, которую человек произносит, тот, который слушает, потерял смысл. Такое как бы как словоблудие такое. Что это такое словоблудие? Это когда слова выстраиваются вроде бы в правильном логическом порядке, но таким образом построены фразы и так как бы очень много лишних и вспомогательных слов, что за этими словами исчезает смысл. То есть говорящий говорит быстро, уверенно, с напором, но говорит много второстепенных каких-то вещей, а смысл для слушающего, он как бы ускользает. Что это такое? Как задача слов на момент здесь и сейчас, вот на уровне социума, не прояснять, а затуманивать, создать, как бы создаются такие большие информационные потоки, и вот очень это похоже, все как будто бы это вот как вот море с мусором, в котором такая как бы толща воды, в которой очень много мусора плавает. Мусор причем преобладает. А зачем это такое? Манипуляция. То есть там как бы манипуляция человеческим вниманием, манипуляция человеческим вниманием, чисто манипуляция для того, чтобы для чего? Для того, чтобы уводить человека от пониманий, от знаний, какую-то муть, уводить внимание для чего? Как-то интересно получается для того, чтобы как бы вот человек смотрит в другую сторону, а в этот момент у него за спиной что-то начинает происходить,
а внимание его все оно вот здесь находится, за его спиной проходит, вне в поле его внимания проходят какие-то события, изменения, что-то там такое происходит глобальное, и человек не замечает, как это все происходит. А вообще человек способен это все заметить в таком информационном потоке, да или нет? Нет, потому что его внимание, оно всегда на периферии находится. То есть оно всегда увлечено вот этими кружевами, которые создаются из слов и так далее. Это что такое управление такое, когда, с какого уровня вообще как бы есть, оно осуществляется, вот это вот управление вниманием, и для чего это все? Такое очень сильное получается расслоение среди людей, что есть, ну, как бы есть такие люди, которые научились управлять вот этими смысловыми потоками, смысловыми энергиями, которые вводят человеческое внимание и как бы вуалируют всю ситуацию, то есть делать то, что нужно каким-то отдельным людям, управлять глобальными процессами и находиться все время в тени, потому что внимание на людей в массе в своей направлено на какие-то совершенно, оно направлено на второстепенные вещи. Так, что я здесь хочу себе сказать, что здесь по части речи? Ну, речь и вообще как бы слова используют сейчас как источник манипуляции. А вот прекрасная в речи, там хочу спросить про речь, которая может быть такая прекрасная, красивая, там литература, а, прекрасное такое говорение, которое льется как речь. Оно присутствует сейчас в обществе, в социуме. Все перемешано. То есть есть, конечно, такие люди, которые умеют так говорить, и есть такая речь, хорошо выстроенная, плавная, но она сейчас воспринимается как архивная, как медленная, как вне формата этого времени. А что такое с этим, вот с этим моментом? Энергия какая очень такая напряженная, бурлящая, такая как будто бы высокой частоты токи пропущенные. И как это влияет на слова, вообще на речь. Речь становится, ну, опять уводящей от смысла. Говорение быстрое, активное, акценты, интонирование в речи такое. То есть речь интонирована таким образом, что она становится или монотонной, или какая-то очень такая усыпляющая. В общем, интонирование в речи перестало быть таким высокохудожественным или каким-то там развитым, или там похожим на пение. Оно становится таким, интонации тоже все направлены вот на это, как бы на усыпление внимания, если я говорю про себя, про внутренний мир человека, как влияет речь? Влияет на внутренний мир человека, на мой мир. Влияет речь? Да, влияет. Влияет очень сильно. Я это вот различаю. Различаю разную речь, разные слова. Различаю вот эту вот речь, которая меня начинает путать, уводить куда-то. Я это очень быстро отлавливаю, вот этот момент, когда мое внимание пытается перечислением каких-то абсолютно ненужных для меня вещей уводит мое внимание от куда-то во второстепенные абсолютно области. Я это отслеживаю, на меня это влияет. Как на меня это влияет? Я как наблюдатель вижу это, и меня это настораживает, меня это, ну, как бы я бдительно смотрю за тем, чтобы меня не заблудили. Есть ли какая-то речь, которая влияет на меня так благообразно, повышает мои вибрации, какая-то речь, какая. Люблю слушать чтение хороших стихов, хорошее чтение хороших стихов. Для меня важны смыслы. То есть для меня важно, какой смысл присутствует в речи. То есть для меня слова есть звуки, доносящие до меня смыслы. А как я мило воспринимаю мат, и что такое для меня вообще мат, и как он влияет на меня. Я экспериментировала с матом, то есть если я начинаю соединяться со смыслами, то мне становится тяжело, тошно, то есть как бы такое соединение с какими-то очень такими грубыми, такими прям какими-то такими
смыслами на уровне прямо вот первой чакры, то есть вот на уровне первых центров, на уровне вот половых каких-то инстинктов, размножения, там, не знаю, выживания, вот на этом, на уровне низа живота, прямо такие вот смыслы. Так, почему слова, вот эта вот категория слов называется мат? Что за этим стоит, за этим словом мат? Почему мат? Почему не каким другим словом это не называется? Это слово, которое обладает какой-то хлесткой такой энергией, слова, которые обладают хлесткой энергией, такими концентрированными смыслами. Это слова, которые звучат как вот прям в центр, вот как вот, как говорится, вот не в бровь, а в глаз, да, то есть они прям должны попадать эмоционально в точку и производить эффект вот такого микровзрыва эмоционального. То есть это слова сконцентрированными, слов, в которых содержится концентрат какой-то вот энергии и смысла. И бьет оно туда, где у нас вот эти вот инстинкты срабатывают. У меня срабатывают инстинкты, которые связаны с выживанием, с продолжением рода, вот низ живота. То есть это прям вот такие первобытные инстинкты, какие-то прям как бы вот самые, что называется, коренные такие. Почему мне нравится использовать некоторые слова из мата? Мне это доставляет прям вот такое удовольствие. Вот я люблю одно слово, и оно, употребляю его ровно тогда, когда мне нужно передать большую гамму чувств, вызванных событием или явлением каким-то, или увиденным. Такая гамма чувств, которая она у меня по всем спектрам проходит и вызывает и удивление, и изумление, и восхищение, и а, отторжение, отвращение, вот прям вот все вместе. Прям вот концентрат смысла в одной точке. Так, а все ли вот люди, допустим, так четко тут, чутко реагируют на слова, да или нет? Но здесь все зависит от уровня осознанности, от уровня внимания. Вот если человек, предположим, который привык слушать, скажем, который привык к вибрации речи, вот, предположим, с телевизора, имеет ли для него, например, значение слушания стихов, что он будет при этом испытывать? Он переключит этот канал, потому что там другая вибрация. То есть это, в общем-то, зависит от сонастройки человека. Влияет ли речь на его внутренний мир? Если человек уже сонастроен с тем, что он получает на постоянной основе с внешних источников, как вот он это сонастроен с этими звуками, с этими вибрациями, с этими смыслами или их отсутствием, тогда он и как бы у него происходит такая внутренняя сонастройка. То есть это процесс такой добровольный, с чем я сонастраиваюсь. Получается, что да, влияет на внутренний мир человека. Человек сонастраивается, и тогда он весь просто получается пропитан вот этой вот вибрацией. Что это тогда дает? Такой человек, он становится очень податливый, его вот этими речами и словоблудием его можно вести туда, куда нужно. Он такой очень хорошо управляемый, прям хорошо ведомый, как за дудочкой идет.